Как сейчас сидит, сейчас котики повернись, как и как-то я не очень нравится, как не будет меня, ну и как-нибудь, знаете, я им, может быть, этому нормально, что за тебя звонишь, пальчики. Успей оформить карту Тинькофф Блэк с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Здравствуйте. Я тут узнал, что у Бестригина появился Бусти. Там он будет делать реакции на аниме. Мы знаем прекрасно, что в Ютубе нельзя смотреть его. И причем недорого, всего 100 рублей на базовую. И кстати, если вы купите подписку выше, то вы можете в определенный момент проголосовать по поводу нового аниме. Ну что ж, ссылка в описании. И да, кто подписался, тот попадет в конец. Привет, ребятки! Знаете, захотелось мне тут сделать разборы нестандартных спидранов. Таких игр, от которых точно не ожидаешь скоростного прохождения. И я долго пытался придумать, о чем конкретно рассказать, пока не вспомнил про такую замечательную игру, как Papers, Please. И это прям идеальный вариант, потому что в игре много разных концовок. От тех, которые можно получить за 3 минуты, до реально многочасовых. Но есть одна категория, которая мне показалась интереснее всех. Это All Endings. То есть буквально за один пробег разблокировать все возможные концовки, а их 20 штук, я напомню. Вот этот вариант мне показался интереснее всего, ведь это по-настоящему комплексный пробег. Ну а нынешний мировой рекорд в нем удерживает раннер под ником How to Cantaloupe со временем 5 часов 27 минут. И кому-то это может показаться слишком большим временем, если не знать специфику, ведь у нас тут не стандартное прохождение, а настоящее стратегическое планирование с целью охватить все. Так что подготовьте ваши документы для проверки, а иначе наш пограничник отправит вас не в прекрасную Арстоцкую, а куда-нибудь туда, где не светит солнце и нету новых крутых игр, типа Watcher of Realms. Если вы еще не слышали о ней, то вам обязательно стоит попробовать, потому что это игра с потрясающим качеством и увлекательным геймплеем. Это RPG следующего поколения, где вы исследуете загадочный континент Тия и управляете ежедневной игрой, так и в PvP можете воспользоваться, и даже если возникнет Realms. Спидран начинается, как неудивительно, с первого дня. И правила тут очень просты. Пропускать можно только граждан Арстоцки, а всех остальных разворачивать. При этом дополнительных условий или ограничений еще нету. Поэтому можно работать максимально быстро. Но главное остановиться на 18 людях, потому что одну из концовок удастся получить уже на второй день. Так что под конец дня можно отправляться спать, не обращая внимания на управление семьей. Собственно, второй день тоже не представляет из себя ничего сложного. Правда, это отличный момент, чтобы обанкротиться, получая штрафы на работе. Дело в том, что за весь день получится обработать максимум 7 человек, после чего произойдет террористическая атака и смена закончится. Более того, спидранерам заранее известно, какие именно люди прописаны по сценарию, поэтому ошибиться практически невозможно, если не делать это специально. Так что для получения первой концовки нужно отказать первому, 4-му и 6-му мигранту и одобрить проход второго. Но помимо уже известных, в очереди могут оказаться и рандомные неписи, и ими тоже можно воспользоваться. Правда, в таком случае придется проверять их документы на наличие правильных фотографий, города прописки и срока выдачи, из-за чего можно потерять время. В любом случае, после атаки день закончится, и если как следует налажать, концовка будет засчитана. После этого стоит загрузиться и отыграть день по-нормальному. Но единственное, на что стоит обратить внимание, так это на 6-го человека в очереди. По мнению раннера, ему стоит в любом случае отказать, даже несмотря на то, что с документами все в норме, поскольку в таком случае придется потратить меньше времени на диалоги. Вообще, это довольно неочевидная тема, когда сам проходишь игру, но всплывающая облачка диалогов действительно тратят много времени на протяжении всего спидрана. Так что для оптимизации было заранее подсчитано, сколько именно у каждого человека
несколько реплик. Ведь в случае отказа в пропуске их можно мгновенно срезать для экономии времени. Ну а если человека надо пропустить, то придется отдать документы ровно в момент окончания речи, чтобы тот быстрее ушел. Такая вот микрооптимизация. Собственно, то же самое относится и к следующим 2 дням. Но тут есть другой интересный способ сэкономить время, и он касается Джорджа, поехавшего старика, на который пытается попасть в страну. В 3-й день ему придется отказать в проходе, но уже на 4-й, когда он принесет рисунок паспорта, его можно пропустить, чтобы он не возвращался в следующие дни в попытках снова протиснуться через границу. Заодно и жетончик можно сразу получить, хотя для этой категории это не обязательно. А 5-й день примечателен тем, что после его завершения нужно начать морить семью голодом и прекратить платить за отопление, чтобы избавиться от лишних едоков. Ну, кроме жены. Конечно, это приведет к небольшой потере времени, примерно 20 секунд для первого раза, но позволит быстрее заработать больше денег для обновления жилья и погашения обязательных штрафов, которые придется получить в будущем. 6-й день тоже довольно примечателен, ведь тут произойдет очередная атака террористов. Поэтому, чтобы не тратить время, стоит завернуть большинство приезжих обратно, даже несмотря на штрафы. А пропустить придется только 1, 7 и 9. Вот как раз последний и пронесет через границу бомбу, из-за чего рабочий день закончится заранее. В противовес этому следующие 2 дня пройдут абсолютно спокойно. Если не считать того, что на 8-й день нужно будет передать записку Корману Дрексу, который пройдет 9-м в очереди. Иначе он придет на следующий день и потратит лишнее время. Заодно под конец дня можно будет обновить жилье, благодаря экономии на еде и отоплении. А вот с 9-м днем все еще интереснее. В начале работы на пункт подойдет охранник Калинск и предложит сделку. За каждого второго задержанного будет отдавать нам 5 кредитов. Вот только для спидрана это невыгодно и затраты времени, поэтому проще будет вообще никого не задерживать и получать штрафы, пока охранник не перестанет приходить. Однако помимо этого есть и другой важный момент. Ведь это первый день, когда через границу может перейти случайный подрывник, который точно появится после 10-го человека в очереди. И в идеале его нужно пропустить как можно быстрее, чтобы закончить день. Вероятнее всего, это будет какой-нибудь дипломат с действующими документами или гражданин Арстоцкий с несоответствующим весом в биометрии. 10-й же день пройдет как обычно, рассказывать там не о чем, в отличие от 11-го, когда на границу заглянет агент Эзик, которому нужно отказать в проходе, иначе придется перезапускать весь день, а это невыгодно, потому что под конец дня может опять заявиться рандомный террорист, которого тоже желательно пропустить как можно быстрее. Ну а после получения взятки ее нужно будет обязательно сжечь в конце дня, иначе соседи сдадут раньше времени. И вот, наконец, мы подошли к следующим концовкам. В начале 12-го дня к нам заглянет следователь Вонел, который попросит сообщить об активности некой тайной организации. И если в разговоре с ним передать шифровки от Эзик, то нас сразу же обвинят в пособничестве и арестуют. Это 3-я концовка, после которой нужно будет загрузиться и продолжить игру. Правда, в таком случае следователю лучше ничего не передавать и спокойно работать дальше с целью получить следующую концовку, которая наступит через пару дней. И связана она с получением еще одного денежного подарка от Эзик, только теперь в размере 2000 кредитов, которые нужно оставить себе. И по прошествии 2 дней мы узнаем, что соседи сдали нас властям, за что отправимся под арест и получим концовку под номером 4. Увы, после этого придется обратно загружаться на 12-й день и отыгрывать его нормально, то есть познакомиться с директором фирмы, который набирает инженеров на работу и попросит раздать визитки приезжим. С этим связана одна интересная особенность. Несмотря на то, что спидранеры уже знают продолжительность всех диалогов, игра все равно подкидывает рандома, и он как раз связан с инженерами, ведь в разговоре с ними могут проскочить совершенно другие фразы. По примерным подсчетам, шанс, что диалог будет иным, составляет целых 20%. А значит, есть неиллюзорная возможность промахнуться и потерять пару секунд при попытке отдать документы, когда человек заканчивает говорить. Казалось бы, мелочь, а ведь все равно важно. Следующие несколько дней не особенно интересные, кроме пары мелочей, типа того, что нужно отказать пропускать агентов Эзик, которые придут в 16 и 17 день. Нам же интересны следующие сутки, потому что во время них нужно допустить смерть одного из охранников по имени Сергиу. Дело в том, что у него есть персональный квест, для выполнения которого нужно будет пропустить через границу его возлюбленную во время 25-го дня. И чтобы не тратить время на его историю и получение задания, можно немного подыграть террористам,
террористу, а именно выстрелить уже после того, как он закинет взрывчатку в конце 18-го дня. Из-за этого Сергио умрет, и мы сможем спокойно продолжить спидран без лишней траты времени. Но и это еще не все способы ускорить прохождение. На 19-м дне нужно будет развернуть на границе знакомого нам Джорджи, чтобы сократить его диалог в будущем. А на следующий день можно специально закончить раньше времени. Для этого нужно по запросу Вестника от Эзик убить определенного человека в очереди при помощи выданного яда. Но поскольку мы не сотрудничаем с их организацией, то просто отправим следующего человека в очереди, чтобы не тратить время. Следующие 2 дня пройдут спокойно, а вот во время 23-го можно получить сразу 2 концовки, 9-ю и 10-ю. Снова придет Вестник и попросит убить человека в красном, что стоит в очереди. Для этого выдаст серебряный ключ, который открывает винтовку. И для получения 2 концовок его действительно нужно застрелить. Правда, сначала из транквилизатора, а потом уже из винтовки. В зависимости от выбора оружия мы получим записку в камеру, где говорится об окончательной ликвидации объекта, либо о том, что он очнулся в больнице. Как вы понимаете, после этого придется загружаться и проходить игру дальше, отказываясь выполнять задания. Ну а следующую концовку можно получить уже во время 25-го дня. Для этого нужно просто заварить квест, который на 20-й день выдавал Дмитрий, участковый из министерства. Все, что требуется, арестовать Шаю Персовскую, дипломата из Калечии. Тогда начальник придет на следующий день и арестует нас якобы за расхищение имущества Арстоцки. Ну то есть концовка номер 12. После чего нужно создать резервное сохранение и загрузиться сразу на 14-й день, откуда снова проходить уже по знакомому маршруту. Только теперь будем сотрудничать с Эзик, а соответственно пропустим их агентов через границу и отправим нужного человека в очереди. Заодно сделаем заготовку на будущее и на 20-й день повесим на стену спортивный плакат, чтобы получить предупреждение от Дмитрия. А вот дальше пойдет целый каскад из концовок, но для этого нужно дополнительно подготовиться. В конце 25-го дня снова отказаться от еды и тепла на несколько суток, и заодно улучшить жилье до конца. Последнее действие нужно для того, чтобы сократить время появления строк текста при завершении работы, и тем самым сэкономить немного времени. А еще выполнить задание от Эзик в 27-й день и конфисковать паспорт у дипломата по имени Кордон Кала, чтобы передать его нужному агенту, после чего можно сохраниться и начать убивать. А если говорить точнее, то для получения концовок с 5 по 8 нужно пострелять из транквилизатора и винтовки сначала по мирным людям, а потом по охранникам. Ну и вишенкой на торте является нормальное завершение дня, после которого нужно отказаться покупать жене лекарства, из-за чего она умрет. И таким образом будет получена 2-я концовка со смертью всей семьи. В общем, ничего сложного. Тем более, что через пару дней можно получить еще одну. На 30-й день к нам снова заглянет Дмитрий, и если к его приходу повесить на стену фотографию, то он припомнит о предупреждении и арестует за невыполнение приказа. Ну то есть концовка номер 11. Ну а в заключительный 31-й день нас ждет развязка, связанная с Эзик. Во время прорыва стены агентов можно просто расстрелять, причем по-разному. Для 14-й нужно убить обоих штурмующих. Для 15-й сначала придется убить нижнего, а потом дождаться, когда стена будет уничтожена, и убить верхнего. А для 16-й придется убить обоих и сбежать в Орбистан. Но для этого нужно будет заранее конфисковать паспорт, либо получить его от нашего друга Джорджа в 29-й день. Что же касается концовки под номером 19, то она становится доступна только при сотрудничестве с Эзик, чего Раннер и придерживался в этом сохранении. Поэтому просто ждет, когда штурмовики сломают стену. И победа! Хотя это еще не все. В этот день можно получить еще несколько концовок в зависимости от предыдущих действий. Например, можно пропустить через границу Шаю Персовскую, а потом отказаться выполнять последующие задания Эзик и не конфисковать паспорт дипломата. Вместо этого нужно забрать у кого-нибудь еще один паспорт Орбистана, чтобы сбежать вместе с женой. Поэтому придется повторить уже знакомую процедуру. Для 13-й концовки сначала убить только одного штурмовика, дождаться взрыва
третьего стены и лишь затем пристрелить второго. В 18-й надо ликвидировать обоих. Ну а для 18-й нужно расправиться с ними, а затем сбежать с женой из страны. Заключительная же 20-я концовка требует полного отказа от сотрудничества с Эзик. В самом конце придется просто убить двух нападающих и сохранить стену. Вот и весь мировой рекорд. 5 часов 27 минут. Согласитесь, ведь совсем не похоже на типичный спидран. Зато он очень комплексный и буквально охватывает все происходящее, со своими любопытными срезами и нестандартными решениями для экономии времени. А самое главное, что это скорее всего не конец. Результат установлен меньше месяца назад, и скорее всего в будущем Runner будет только улучшать время. Так что если вам интересно, ссылку на оригинальный пробег оставил в описании. Обязательно посмотрите. Ну и надеюсь, что разбор вам понравился. Не забывайте подписываться и писать комментарии с предложениями по будущим разборам. Скоро увидимся. Всех благ. Пока. Это мы берем какую-то. Пока. Это можно. А тут пока.